Друзья, всем привет! В прошлом видео мы делали пиу-пиу, было замечательно, ну а сегодня нужно поделать бам-бам, потому что после пиу-пиу всегда идет бам-бам. Сами понимаете, делать бам-бам я буду вот такой колодой с эволюцией мортиры, естественно. Ей еще я не играл в видосах, на стримах пробовал, и колода очень сильная, одна из самых сильных сейчас в сезоне. Единственное, что вместо рыцаря желательно бы взять миньонов. Ну, у меня они 12 уровня, а рыцарь, как вы видите, 15, соответственно, выбор здесь в его пользу. И, кстати, я заметил, что по тому, что мне пока дают, это всякие мега-рыцари, арбалеты, мега-рыцари, опять же, еще раз мега-рыцари. В общем, против них-то рыцарь гораздо лучше, чем миньоны, потому что есть хотя бы мини-танк. Соответственно, вот такой прокачкой, мне кажется, до... лиги, как минимум, королевский чемпион не прокачкой, а такой сборкой будет даже проще дойти, чем с миньонами, на мой взгляд. В общем, давайте от слов к делу. Погнали. Кстати, друзья, эту колоду в идеале играть, конечно, с башней канонира, но башня канонира у меня хоть и есть на этом аккаунте, но она не прокачана, она 9 уровня, соответственно, против 14 карт. Сами понимаете, не катит такое. Так, экстренные стражи с переходом в атаку с шахтером. Ай-яй-яй-яй-яй. Не будем ничего на мышек выставлять. Стражи все равно дойдут, немножечко урона нанесут. Будет ли он своего шахтера скидывать? И есть ли он у него вообще? Или у него вообще... у него вот такая колода. С Хогом у него дека. Давайте подморозим, может быть, чтобы хотя бы мортирка стрельнула. Да, хорошо, мортирка стреляет. Маленький принц у нас здесь дамажит. Здесь давайте вот так вот стражами убьем и дратиста, и... Хорошо. Я думаю, что мы здесь прожмем обилочку. Ну, дойдет дылда все равно тычечку сделать. Даже 2 тычки, замечательно. И желательно теперь крутануться нам до мортиры, потому что сейчас у него будет хог, по идее. Ну, давайте так вот рыцаря выставим, и все. Теперь у нас есть мортира, если что, мы можем защититься. А можем и атаковать, почему нет? Потому что против Хога у нас также есть, например, ледяной дух. Есть, короче, есть чем защищаться от Хога. Я думаю, что я справлюсь, если что. Здесь бревнишко дадим. Хорошее бревно получилось. Стражами прикроемся. Вот он и Хог уже запоздалый. С обилочкой мы сейчас его... Жаль, обилочка мимо пролетела, дылда. Тем не менее, дылда танчит. 2 скелетика идут. Давайте шахтера зашлем. Ледяного духа, чтобы скелетов, мышек законтрить. Не успел. Блин, и сейчас мышки, наверное, могут сделать больно. Хотя, успели ли они напитать здоровье? Нет, не особо они успели. Мы здесь активируем ГЗшку. Нет, не активируем ГЗшку. Да уж. Печально. Готовимся прикрывать нашу эволюционную мортиру. Когда мини-пека переходит на нашу половину поля, это лучше всего сделать. С шахтером идем в атаку по правой стороне. Сюда же маленького принца, рыцаря добавляем. Маленького принца. Забыл я про защиту, но нет. Здесь стражи просто доставим, и все будет хорошо, я думаю. Ледяным духом помогаем нашему маленькому принцу. Шахтера сюда на добивку. Обилочку прожмем наконец-то. И все. Мы его развалили, получается. Вот такая колода, друзья. Вот такое начало. Дальше будет, я думаю, еще жестче. Что ее контрит? Ну, на самом деле, контры много к этой колоде также. Хотел я было сказать, но нет. Вчера я смотрел, как один из топчиков, а именно Педро, играл этой колодой. И что-то я не увидел прям жесткой контры к ней. Были сложные матчи у него, но большинство он просто разваливал в одну кабину. Причем, ну, он играл, естественно, с башней канонира. Из башни канонира, друзья, эта колода просто неимоверно смотрится. Она, по сути, батит за счет дешевых карт на более дорогие карты. А эти более дорогие карты потом в защите легко расстреливаются пушками этими новыми. Так, давайте стражи для начала поставим. Пусть он прожимает обилочку. Обилочка прожата. В итоге мы разменялись, друзья, плюс 3 на этом размене. И сразу же идем в атаку. Давайте я яд сюда накину, чтобы быстрее убить. Промахивается мимо рыцаря.
Отлично. И теперь будет выстрел мортира уже по вышке. Может быть, даже 2 выстрела? Нет, второго, наверное, не будет. Да, второго не было. Итого имеем ведьма, фейербол и что-то там еще же, да, было? Я уже забыл, причем что. Маленьким принцем отсюда расстреляем, пожалуй. Нет, я не буду здесь уже шахтера засылать. Вот по правой стороне зашлю после его мега-рыцаря. А билку прожимать здесь, естественно, тоже не планирую. О, вот это плохо все. Это все плохо. Ну, давайте вот так вот рыцарям здесь по 2 сторонам для начала. Потом вот так вот ледяного поставим. Вот так вот стражей. Маленького принца, опять же. И я даже не знаю. Наверное, бревно надо дать. Да, иначе бы я не вывез эту защиту, с учетом того, что он еще фаербол закинул. И обилку я уже не успевал там прожимать, поэтому... Итого у него Валькирия, Мини-Пека, Мега-рыцарь, Ведьма, фаербол. Что еще там было? А, Королева лучниц. Жесть. Сейчас у него Королева лучниц, может ее с моста, в принципе, скинуть. Ага, ну ладно. Будет он королеву выставлять? Да, выставляет. Я дам здесь яд. Все, пожалуй. Дальше рыцарь вот отсюда против королевы. Маленький принц. Готовимся к защите, в общем-то. Давайте я отдам здесь бревно. Закину яд вот так вот, потому что сейчас будет мега-рыцарь, очевидно. Не хочется, чтобы ведьма ему помогала здесь. Хочется, чтобы этот размен уже произошел. И он уже произошел. И теперь он отдает очень много эликсира на убийство моего маленького принца. А мы в это время спокойно ставим эволюционную мортиру. Закидываем туда шахтера, чтобы именно он танчил после рыцаря. Закидываем яд. Бревно. Добиваем его ведьму. Королеву. Все, победа. Да, бам-бам, это вам не пиу-пиу, друзья. Помните, как я мучился даже лигой ниже, играя пиу-пиу? Каждая игра длилась почти по 5 минут. И каждая игра была сложной. Проблема вся в том, что пиу-пиу стреляет строго по земле, и там, в принципе, пофиг. Подошел близко противник или далеко, а мортира, если соперник подходит близко, все равно фокусится на вышке. Странная, кстати, опять колода у нашего соперника. Дать ли мне здесь яд? Я думаю, что нет. Я думаю, что я прожму здесь обилку для начала. Ага, ну я ждал что-то такого. Вы видите, здесь засилие этих мега-рыцарей. Надо было рыцаря выставлять. Что-то я подумал, что он не прыгнет из этой позиции. Здесь бревно, естественно. Плохое бревно. Косое бревно. Ну, в итоге плюс-минус все одинаково. Угу. Зеркало у него. Зеркало, мега-рыцарь. Что там еще было? А, бревно-то нельзя отдавать. Точно, точно. Гоблинская бочка же была. Но сейчас у него должны быть проблемы с защитой, потому что он много ресурсов сейчас потратил. Эта гоблинская бочка вторая уже стоила дороже. Мега-рыцаря он копит, наверное. Спарки. Серьезно. Это плохо на самом-то деле. Так, давайте я рыцаря вот так поставлю. И стражей... стражей с ядом сейчас. Значит, стражи с ядом. Нормально, пойдет. В целом выгодно законтрились здесь. Единственное, да. Будет ли сейчас опять с зеркалом? Он, наверное, зеркало сейчас постарается на бочку использовать. Но сейчас давайте забайтим его на мега-рыцаря. Правда, зачем я это сделал? Прикрывать там мне его особо нечем. Мортиру мою. Хотя обилку сейчас прожмем и будет норм, наверное. Да, вон выскакивает дылда. Минус вышка у него в этот момент. Да, хорошо. И сейчас еще мортирка здесь постреляет. Давайте вот так вот рыцарем все-таки прикроем ее. Здесь бревно. Яд сюда, естественно. Будет ли у него через зеркало миньоны сейчас? Если будут, то... О, как он ошибся. Только что сильно ошибся.
Давайте защитную мортиру, чтобы всю эту мелочевку, которую он выставляет, расстреливать. Вот, Спарки тоже хорошо будет расстреливать, эта мортира. Издалека. Единственное, наверное, рано я выставил маленького принца. Так, давайте ледяного духа сюда. Яд, наверное, я накину сейчас, прямо здесь. Обилочку прожмем. Бревно прожмем, естественно. Все, задефались. Если что, успели бы докрутиться еще и до еще одного яда, если бы он там миньонов накинул каких-то. Ну, очень, конечно, странные колоды. Вот, друзья, то, что я и говорил, сбывается. Просто как вам? Мега-рыцарь на мега-рыцаре. Да, на этой лиге, конечно, просто можно, наверное, забыть о метовых колодах. Лучше играть без противовоздушных уж этих миньонов, но зато с рыцарем и спокойно по земле хотя бы дефаться за счет этого. Представьте, что со мной было бы, если бы не было рыцаря. Как бы я от этого мега-рыцаря дефался тогда? Не совсем понятно. Давайте я шахтера на правую сторону, заставим его что-то выставить, а сами активируем под это дело. Интересное решение. Ну, давайте мортира. Здесь мы активируем ГЗшку, соответственно. Ледяным духом подмораживаем, бревном добиваем. Бревно, возможно, лишнее было, я не обратил внимания. Но перестраховались. Он тоже бревно там неказисто как-то отдал. Но теперь мы знаем, против чего играем. Знаем, как от этого дефаться. И давайте от этого дефаться, собственно. Маленький принц для начала. Рыцарь сюда. Ой, не успел рыцаря поставить, к сожалению. Ну, давайте по этой стороне играть. Наверное, против Хога будет нормальное это решение. Обилочка. Давайте раздолбите его побыстрее, ее. Не, надо было по другой стороне играть все-таки. Ладно. Сейчас будет Хог. Мы его законтрим стражи плюс ледяной дух. Давайте шахтера с ледяным духом зашлем на правую сторону. Здесь, да, стражи плюс вот так и вот так вот сделаем. Хог землетрясением, конечно, неприятная колода против мортиры, сами понимаете, друзья. Я думаю, что я поставлю мортиру. И рыцарем буду прикрываться от его пушки, Теслы в данном случае. И он не добивает сейчас. И у него нет эликсира на бревно. Вот только сейчас оно появилось. И вот теперь у него минус вышка должна быть. Потому что... Хорошо, хорошо. Ну не минус вышка, но больно. Ему было больно, это было видно. Давайте ловить его огненную лучницу. Приди к шахтерам по этой причине. Сразу же мортира на другую сторону. Сразу же стражами прикрываемся от его Теслы. Ага, бревно, отдает он и бревно, и эту. А по левой стороне что у тебя там, братан? По левой-то стороне забыл совсем, да? Ну, бывает, ничего страшного. Да, ошибся ты, братик. Сюда яд просто. Просто яд, мортира в защиту. Яд так-то плохой был, да, получается? Да, яд был плохой, но мы здесь подморозим сейчас этого его Хога. Здесь стражами это все добьем. Можно ставить эволюционную мортиру, идти в атаку с рыцарем и забирать его, возможно, правую вышку. В этом матчапе все на самом деле достаточно просто. Единственное, что если бы он правильно отыгрывал, то мне было бы гораздо сложнее. Ему надо было землетрясение с бревном отдавать в мортиру просто всегда. И танчить при этом какими-нибудь скелетиками или ледяным духом. Но он это делал не всегда. Он пытался Теслой задефаться, и за счет этого у него уже не хватало эликсира на землетрясение с бревном. И все. Но ему, соответственно, надо было еще атаковать по той стороне, по которой я ставил мортиру, получается. Ну, здесь такое двухстороннее. То есть и мне, с одной стороны, выгодно атаковать по той стороне, по которой он идет Хогом. А с другой стороны невыгодно. Короче, не знаю. Не знаю даже. Напишите, эксперты, в комментариях.
Как в данном случае лучше было действовать? Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите-ка. Ну, давайте здесь с бревном немножко приведем в чувство этого магического лучника. Хорошая контратака-то получилась. Добейте. Замечательно. И ледяной дух сейчас еще подключится. И вообще... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как больно ему. Как ему было больно только что. Давайте ставить. А что не ставить? Давайте. Мега этот... Нет, Пека? Нет? Ладно. Тогда вот так и вот так. Блин, нормально он магического лучника, кстати, поставил, зараза. Неприятно. Надо бы поаккуратней быть. Мортиру надо будет вот отсюда ставить. Главный вывод. Давай королевского призрака своего, а мы рыцаря поставим. А, нет, он Пеку предпочитает. Ну, тогда мортира защитная для начала. Готовимся его убивать магического лучника его из середины. Будет такой? Нет, пока не будет. Тогда рыцарь сюда. Стража сюда. Маленький принц сюда. Здесь бревнишко тоже отдам, пожалуй. Обилочку прожмем. И пошли забирать другую вышку. Эволюционная мортирка. Не дотягивается вообще-то. Ну ладно, не будем рисковать. Шахтер в атаку. Ледяной дух плюс стражи здесь будут. Поймал шахтера моего. Смотрите-ка. Сопротивляется гад такой. Будет магический лучник отсюда? Наверное, не будет. Ну, тогда давайте... Зря я маленького принца сейчас поставил. Это ошибка. Ну, давай вот так вот. Дадим яд просто, и все. Давай свой таран. Держи мой бревно. Все. Ну, у меня контра, как бы, вообще. Первый, кстати, раз я играю этот матчап вот этой колодой против бридж-спама. Очень просто. Но у него бридж-спам еще старые сборки с магическим лучником, с громом. Вообще вместо этих двух карт играется сейчас эволюция лучниц и маленький принц. Ну вот он играет старой сборкой, не особо у него получилось. Но опять же ему было сложно против такой колоды. У меня еще и стражи, которые вообще против бридж-спама имба карта. А сейчас бафнутые, так вообще красота. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это да, вот это подстава. Ну давайте ставить вот так вот экстренно... мортиру и много эликсира тратить. То есть был бы у меня рыцарь и мортира, это была бы легкая защита. Но видите, человечек просто с самого начала вкидывает на бум Валькирия Хок, и это срабатывает, потому что у меня неудачный цикл. У него должна быть огненная лучница сейчас. Понятно. Все ясно. Но я не думаю, что он будет ракету закидывать в маленького принца. Или будет? Давайте здесь с бревном еще вот так вот задефаемся. И вот так вот. Теперь уже он ракету, наверное, должен будет закинуть. Но он сейчас Валькирию будет ставить. Да, и Валькирию он плохо ставит. Мы сейчас, в свою очередь, можем дождаться, когда она перейдет под огонь вышек, не доходя до мортиры, и рыцарем ее остановить. Затем мы, в принципе, можем сейчас посмотрим, что он будет ставить. Если дорогую карту, то я шахтер стражи по другой стороне. Нет, не делает он этого. Тогда давайте ледяного духа просто. Ну и бревно. Ой, у него 15-е вышки, да, ледяной дух ушел в никуда, получается. А жаль. Давайте маленький принц. Он, по-моему, сдался, нет? О, ну, бывает и такое, ладно. Интересное, конечно, это. Непонятно, почему сдался. Может, вылетел, может...
Странно. Предпосылок для того, чтобы ливать катку, не было. Ну ладно. Халявная победа, это всегда приятненько. Ему надо было ракету в мою эволюционную мортиру закидывать, когда я ее бы ставил, если так предположить, что он бы не ливнул. Ну и... у него не было ракеты, у него молния. Еще одна креативная, получается, колода была. Так, король против нас. Будем его свергать, соответственно. Давайте вот так вот будем свергать. И я не буду здесь отдавать бревно, потому что я боюсь, что это... нет, это, скорее всего, с мортирой у него колода. Давайте сыграем агрессивнее. Вот так вот стражи. И вот так вот шахтер. Ага. Недостаточно. Эх, были бы стражи еще 15-е, да, друзья? Как бы больно они сделали его вышкам сейчас. Ну и так было неплохо, скажем честно. Давайте, рыцарь на рыцаря. Мортира, готовимся на бочку со скелетами. Будет бочка со скелетами? Нет, пока не будет. Тогда маленький принц вот так повыше. Яд вот сюда даем. Ой, хороший яд получился, вообще замечательный. Будем ли мы давать здесь бревно? Я думаю, что нет. Я думаю, что мы здесь поставим свою мортиру, и вот теперь дадим бревно. Первые убиты, товарищи. Рыцаря мы сейчас по тому же принципу, как Валькирию в предыдущей игре, будем встречать. И выстрел мортиры. Замечательно. Замечательно. Единственное, бочку со скелетами чем теперь дефать? Маленький принц, наверное, с обилкой будет. Обилочка. Обилочку прожали. Он сейчас без фаербола и без эликсира, кстати, по моим подсчетам. Поэтому сразу же эволюция мортиры. Сразу же фокусится она на вышке на его. И сразу же можно вот сюда шахтера, чтобы именно он танчил. Блин, ледяной дух — это плохая новость. Хотя сейчас рыцарь пойдет к вышке все равно. Да, и там будет закидываться потихонечку все равно мортира. Пойдет такое. В целом. Давайте яд вот сюда отдадим просто, чтобы избежать всех этих проблем неприятных. Здесь... Почему? Был светофор зеленый. Проблема нарисовалась. Так, будет ли он отдавать фаербол? Да, он отдает фаербол, естественно. Но у нас мортирка-то 15-я, а у него 14-я. 14-я мортирка против 15-й. Дружище, на что ты рассчитывал? Так, давайте шахтера сюда. Бревно отдаем. Ой-ой-ой-ой, вот это уже плохо. Маленький принц и свою мортиру. Мортиру свою втыкаем в атаку. Стражи на прикрытие. Промахивается, чувачок. Отлично. И все, мортира зафокусилась. Туда в атаку шахтера. Здесь рыцаря в прикрытие. Успел? Успел, хорошо. Победа. Еще один выстрел мортиры, и это победа, да. Вот такое мортирное бам-бам-бам-бам противостояние. Он предложил бам-бам, я предложил бам-бам. Но у него бам-бам был без эволюции. У него был рыцарь эволюционный. Была бы у него эволюционная мортира, было бы лучше. А так поражение. И мы двигаемся дальше. Финальная игра, я думаю, друзья, и будет достаточно. Набамбамимся, потом спать хорошо будем. Итак, главная задача определить, чем играет наш соперник в начале игры, естественно. Эволюционные скелеты. Ну, опять Хок. Давайте здесь докрутимся до ледяного духа. Конечно, проблемка, что опять не было подходящего цикла, но мы сейчас с мортирой будем его напрягать. Смотреть, как он... Это Хок 2.6, судя по всему. Да, это Хок 2.6. Что мы здесь будем делать? Я думаю, что мы здесь будем стражами прикрываться. Пусть он отдает бревно. А он отдает бревно. С удовольствием. Ну и мортиру, наверное, все-таки надо на защиту давать мне. А не так агрессивно действовать против Хога 2.6.
Давайте так, мортиру готовим в защиту, да. Погнали. Маленький принц будет на правую сторону. Сейчас его будем потихонечку переиначивать. Будем переводить игру, пытаться на правую сторону. Так, вот так вот шахтера. Не знаю зачем. Наверное, вот за этим каким-то. Ну, молодец, прикрыл. Окей. Не буду я туда ничего отдавать на правую сторону, если он не пойдет, да. Он не пойдет, поэтому стражи. Бревно. Хорошо, хватило даже таких стражей. Имеется в виду 14-х. Были бы 15-е, меньше было бы проблем, естественно. О. Красавчики, просто лучшие. Ну что, у него сейчас пушка. Мы ее вот так вот байтим, потом рыцаря ставим. Нет. Ух ты. Ничего себе, братик, ну ты плохо сыграл-то, получается. Ты прям плохо сыграл. Стражи, прикрытие обязательно. Прикрытие продолжаем. Он тоже продолжает, не сдается. Давайте, маленький принц. Мортира, ты чё притихла? Рыцарем прикрываем маленького принца обязательно. Яд на его мушкета. Обилочку прожмем. Продолжаем давление. Шахтера тоже закинем туда. Пусть шахтер танчит после маленького принца. Ой-ой-ой, вот это может быть ошибкой. Не успел он Хога накинуть здесь. А я зря, наверное, вот в атаку пошел. Да. Ладно, давайте стражи тогда. Здесь маленький принц. Зачем он? Непонятно. Все, передыхаем. Сейчас мортиру готовим на защиту, если что. Да, вот она, мортира нам пригодится сейчас. Ледяным духом перехватываем его, ледяного духа. И давайте стражи, шахтер в атаку по правой стороне. И маленького принца сюда я тоже, пожалуй, накину. С рыцарем сюда. Фейербол, мы обилку прожимаем. Хорошо. И эволюционная мортира. Ой-ой-ой, вот это уже нехорошо. Давайте вот так пониже бревно, чтобы наверняка все законтрить. Ой-ой-ой-ой, братик. Ты слишком поверил в своих эволюционных скелетов, а не надо было. Минус победа для тебя. Вернее, плюс победа для меня, минус... Короче, вы поняли. И он, наверное, тоже понял. Зря. Тем не менее, такой бам-бам. Друзья, можете сравнить с Пиу-Пиу. Это то, о чем я говорил еще в предыдущем ролике. Сейчас, если выбирать между мортирой, тем более эволюционной, и пусть даже арбалета с эволюцией лучниц, ну, вы сами все видели, разница просто колоссальная. Если играть с мортирой, гораздо проще, быстрее, и апаются вот эти ступени просто гораздо легче. То, что было с Пиу-Пиу, остается с Пиу-Пиу, конечно же. Это своеобразная колода, которой сейчас, честно сказать, сложно играть. Но вот мортира эволюционная, особенно это, ну просто огонь. Ничего особого я не делал. Без поражений. За сколько там минут? За полчасика просто вон несколько победок. Легко, как с куста. И остается шаг, руку протянуть до королевского чемпиона. Вот такие дела. Так что, друзья, рекомендую, если выбирать между этими двумя архетипами, естественно, бам-бам. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.